Понтийская раса. Антропологический тип жителей Причерноморья. Среди популяций людей ученые давно выделяют устойчивые типажи, которые формировались в эпоху менее интенсивных контактов групп людей друг с другом. Отчего одни черты стали закрепляться в популяции одних, а у соседей иные часто не похожи. Это определило разнообразие человеческого облика не только в рамках больших рас, как теонегроиды, монголоиды или европеоиды, но и внутри каждой из них. Физическая антропология изучает такие типы, их историю и изменчивость, и остается невероятно ценной помощницей археологии. Несмотря на чудовищный ущерб, который этой науке нанесла антинаучная бредовая идеология Третьего Рейха, сегодня рассмотрим один из очень распространенных в Восточной Европе и южнее типов, а именно понтийский антропологический тип. Исходя из названия уже можно понять его географию. Понт – это древнегреческое название Черного моря и, соответственно, максимальная концентрация людей этого типа. Проживает в странах вокруг Черного моря, хотя в современном мире их можно встретить уже далеко от родных мест. Морфологические и описательные признаки понтийского типа – цефальный индекс, мезоцефалия, долихоцефалия. Их головы низкой или средней ширины, удлиненные. Лицевой индекс – лептопросопия, то есть вытянутое длинное лицо. Высота головы – средняя или высокая. Затылок – выступающий, часто это очень видно на голове, даже с прической. Сильная профилировка лица, высокое переносие. Лицо как бы выдается вперед, в отличие, например, от плосколицых лиц у монголоидов. Угол выступания носа к линии профиля – большой, нос понтидов выдающийся и крупный, средней или узкой ширины, с четкими крыльями и спинкой. Глаза крупные, широкие, внутренний и внешний угол на одном уровне. Обычно у них средние или пухлые губы, выраженной пигментации от красной до темно-кирпичного цвета. Лоб слабо наклоненный, часто прямой, слабо выражены надбровные дуги, у понтидов узкая челюсть, с небольшими зубами, подбородок не выступает вперед и не скошен назад. Рост бороды и усов сильный, при этом волосяной покров на теле средний. Часто мужчины имеют густую бороду, но безволосую грудь. Цвет глаз, номера от 2 до 8 по шкале Бунака. Практически не встречается складка верхнего века. Цвет волос – темно-русый, черно-русый, темно-каштановый, черно-каштановый. Фототип кожи по Фицпатрику. Номер 3. Кожа загорающая, не молочно-белая, скорее переходная между белой и оливковой. Волосы густые, волнистые, часто курчавые, мягкие, вьются при высокой влажности. Рост колеблется от очень высокого до среднего, часто длина ног превышает длину туловища, что делает фигуру понтидов легко узнаваемой. Телосложение. Мужчин спортивное, поджарое, редко встречается полнота, у женщин еще более часты очень стройные типы, даже в зрелом возрасте. История появления этого типа такова. Пережившие ледниковый период люди, относимые к кроманьонскому типу, были существенно крупнее и массивнее современных, благодаря суровому климату и почти тотальной мясной диете. Однако по мере потепления климата в очагах земледелия стали формироваться популяции, где преобладала растительная пища, а климат из сурового стал вполне субтропическим, даже в Европе. Тысячи лет это изменяло облик людей. Понтиды – это потомки кроманьонского населения, которые прошли через ряд климатических изменений. Они стали более смуглыми, так как зона их обитания перешла в жаркий климат, с высоким уровнем инсоляции, и кожа отреагировала усилением выработки меланина. Тело стало менее массивным из-за более разнообразной пищи, с большой долей растений и злаков, что привело к уменьшению зубов челюстей, снижению процента жира в организме и его более тропическим пропорциям. Когда в южных широтах человечество имеет высокий рост и небольшой вес, длинные ноги и руки, а северяне, напротив, коренастые крепыши. Как и прочих южан, понтиды имеют пухлые губы и большие глаза, у них быстрый обмен веществ и высокий уровень гормональной активности. Понтиды имеют высокий уровень полового диморфизма, отличие мужского и женского тел не только по первичным половым признакам, но и по менее заметным – походка, наличие талии у женщин, отличия в строении и массе черепа и более мелкие. Не все антропологические типы имеют выраженный половой диморфизм, и понтиды уступают по нему только средиземноморской расе. Даже рост и вес полов учитывается здесь.
чем больше разница, тем выраженный диморфизм. Поэтому у пантидов даже в рамках одной семьи мужчины, например, могут быть крайне высокими, а женщины, напротив, оставаться миниатюрными и так поколения подряд. Где обитают пантиды? В эпоху глобализации пантиды могут встретиться абсолютно везде, как иммигранты. Однако их родные земли и места максимальной концентрации – это Украина и юг России, Беларусь, Кубань, весь Кавказ, особенно Грузия, Турция, Сирия, север Ирака и Ирана, Туркменистан, Молдова, Румыния, Болгария и Греция. В меньшей степени пантиды распространены из-за древних миграций в Польше, Литве, Словакии, Венгрии, Ливане, Израиле, Узбекистане, Сербии и Хорватии. Какие народы относились к пантидам? Чистых народов в антропологическом плане не существует, однако можно выделить народы, где популяция пантидов очень высока в древности или сейчас. Это грузины-украинцы, южные русские, особенно часто казаки, осетины, адыги, болгары, поляки, турки Западной Турции, греки, белорусы, гагаузы, венгры. Как ни странно, но и казанские татары, марийцы, чуваши, сирийцы и ливанцы вполне могут быть пантидами. Среди древних народов высокая частота пантидов была у скифов, сарматов, понтийских греков, албанов и фракийцев. Однако этот тип никогда не доминировал ни у одного из известных древних народов. Нередко у пантида выделяют еще два типа. Северный пантид, обитающий преимущественно в Польше и России, а также иранит из Иранского Нагорья и Средней Азии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.